течение 10 равных промежутков времени от начала движения тело, двигаясь равно ускоренно, прошло 75 сантиметров. Сколько сантиметров прошло это тело в течение двух первых таких же промежутков времени? Задача известна, что тело двигалось в течение 10 равных промежутков времени и прошло 75 сантиметров. Длина, которая прошло тело за 10 промежутков времени, S10 напишем, равно 75 сантиметров. Задача спрашивается, какое расстояние прошло тело в течение первых двух таких промежутков времени. 10 отрезков. Это я временные отрезки рисую. Это Т. Везде у нас получается Т. Т временные отрезки. Все они одинаковой величины. Естественно, путь, который будет проходить тело за каждый из этих временных отрезков, он будет больше, разный, потому что это все равно ускорено. И вот это будет 10 временных отрезков. Итак, тело за 10 временных отрезков прошло расстояние 75 сантиметров от начала движения. Расстояние, которое описывается вот этим уравнением v нулевое t плюс at квадрат делить на 2. Поскольку от начала движения, значит v нулевое здесь равно нулю. Любое расстояние будет равно просто at в квадрате делить на 2. Итак, тело, которое прошло за 10 временных отрезков, S10 будет равно А делить пополам, а 10 временных отрезков, потому что каждый из этих временных отрезков равен t, значит мы должны t умножить на 10 в квадрате. S за 10 временных отрезков, такая формула получается. А делить на 2 на t квадрат, что множится на 100. Выделим это еще больше. Сгруппируем вот эти неизвестные величины. Нам же неизвестно ни ускорение, ни время. Поэтому напишем, что S10 равно А t квадрат делить на 2 и умножить на 100. И это все, вот это все, равно 75 сантиметров. Можем написать о том, что вместо S10 напишем 75. Но сначала выделим вот это вот значение. Можно сказать, что вот это значение at квадрат делить на 2, если 100 перенести в эту сторону, будет равно S10 разделить на 100. Итак, at квадрат делить на 2 равно S10 разделить на 100. Получается 75 сантиметров разделить на 100. А вот это именно вот эта группа. At квадрат делить на 2. Теперь посмотрим, какое же расстояние пройдет тело за два промежутка времени. S2 будет равно А деленное на 2, а во время у него будет T, что множится на 2 квадрат. За два промежутка времени. Либо S2 будет равно А делить на 2, T квадрат, что множится на 4. Запишем точно так, как вот здесь. S2 будет равно АТ квадрат делить на 2, что множится на 4. Теперь смотрите, у нас же ведь АТ квадрат везде присутствует и здесь, и здесь. И мы знаем, что АТ квадрат делить на 2 равен S10 разделить на 100. Давайте подставим вместо вот этого АТ квадрат, подставим его значение. S2 будет равно S10 разделить на 100, что множится на 4. Вместо АТ квадрат мы поставили его значение. S10 у нас известно. Расстояние, которое тело прошло за 10 временных отрезков, если равно 75 сантиметров. Подставляем значение S2 будет равно 75 сантиметров разделить на 100, что множится на 4. Наверняка же можно сократить 4 и 100. Это будет 25. И 25 и 75 можно сократить. Здесь будет единичка, здесь будет 3. Тогда S2 равно 3 сантиметра. Вот такое расстояние тело пройдет за первых два промежутка времени. За два промежутка времени пройдет расстояние 3 сантиметра.